Всем привет! С вами Милана, и на своем канале я рассказываю о жизни во Франции, французской культуре, делюсь своим личным опытом. Если эти темы вам интересны, то вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня я хотела бы рассказать о том, как найти квартиру в Париже, на что стоит обратить внимание при съеме жилья, и почему же так сложно ее найти, и немного поделюсь своим личным опытом поиска жилья во Франции, а именно в Париже. Когда мы начали искать квартиру, я подумала, наверное, многие из тех, кто не умер после того, как увидел Париж, наверное, погиб при поиске жилья. Но, собственно, на этом можно и закончить мое видео. Сразу следует сказать, что найти квартиру во Франции, в Париже сложно не только иностранцам, но и местным. Например, я искала квартиру совместно со своим мужем-французом, и это был еще тот экспириенс. На это есть несколько причин. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Первая причина — это что спрос выше предложения. Париж очень маленький город, он достаточно компактный, с высокой плотностью населения. Его границы не менялись с конца 19 века, спасибо за эту информацию музею Карнавале. И, кстати, в 20 веке в Париже проживало гораздо больше людей, население было выше, чем сейчас. Тоже очень интересный факт, я считаю. Итак, если сравнить Париж с Москвой, то Москва в 10 раз больше, чем Париж, но по плотности Москва в 4 раза меньше Парижа. Соответственно, можно сделать вывод, что происходит в выходные дни в центре города в Париже. Невозможно пройти, очень большое количество людей. Очень многие французы работают в Париже, но предпочитают проживать в пригороде из-за высоких цен на жилье в самом Париже. Кстати, сами французы, они любят говорить, что цены на жилье выросли именно из-за спроса иностранцев, так как в 2000-е годы появился среди граждан Великобритании и стран Ближнего Востока высокий спрос на недвижимость в Париже. Многие стали покупать в качестве инвестиций, и это спровоцировало, конечно, большой рост стоимости жилья. И так, в период с 2000 года до 2008 индекс аренды жилья вырос на 28%. Это очень много. Вторая причина связана с тем, что арендаторы защищены законом. Я думаю, что многие слышали про закон, который называется «Зимнее перемирие». Он существует во Франции с 1956 года. Это мораторий на принудительное выселение жильцов, даже в случае неуплаты аренды. Также запрещено арендодателям выключать электричество, газ. Это распространяется на период с 1 ноября до 31 марта. В 2017 году этот закон был дополнен и распространился в том числе на людей, которые проживают на улице и занимают пустующие здания. Из-за этого арендодатели, они очень избирательны и требуют идеальное досье. Что же должно входить в идеальное досье? Необходимо иметь удостоверение личности и подтверждение того, что вы легально находитесь на территории Франции. Также необходимо иметь 3 последние квитанции о вашей заработной плате. Это примерно что-то похожее на наши 2 НДФЛ. Но здесь очень важный и интересный момент, то, что ваш доход должен в 3 раза превышать стоимость аренды квартиры в месяц. Но средняя стоимость квартиры 39 квадратных метров в Париже где-то примерно 1200 евро. А средняя зарплата в нет парижанина составляет где-то 2000 евро. То есть здесь легко увидеть, что не все располагают такой возможностью зарабатывать в 3 раза больше стоимости квартиры, и в таком случае необходимо предоставлять гаранта. Кто же может выступить гарантом? Первое, это может быть человек, который готов поручиться за вас. Второе, это может быть государство. Государство предоставляет залог, так называемый гарантии визаль, через определенную структуру Action Logement. Я оставлю ссылку в описании к этому видео. Либо это может быть банковский залог. Нужно заблокировать сумму, эквивалентную плате за несколько месяцев аренды. Это примерно 5-6 месяцев, но не у всех, к сожалению, есть
есть такая сумма, и плюс агентство и, в принципе, арендодатели не очень это приветствуют. А также обязательно предоставить копию рабочего контракта. Желательно, чтобы это был постоянный контракт, CDI, на этом здесь все построено. Если у тебя нет постоянного контракта, во Франции жить очень сложно. Если ты на испытательном сроке или если ты на фрилансе, то это уже считается не совсем идеальное досье и могут возникнуть определенные трудности. Также арендодатель может запросить подтверждение об оплате налогов за последний год. А в случае, если вы ищете жилье в каком-то популярном районе, например, Море, то можно приложить к досье ваше мотивационное письмо, объяснить, почему вы хотите жить именно здесь, и это поможет расположить хозяина именно к вам. Как и где искать? Существует несколько способов. Первый, вы можете обратиться в агентство, а второй способ — искать самостоятельно на разных сайтах, либо спрашивать через знакомых. В чем плюс агентства? Агентство регулирует все отношения между вами и арендодателем. То есть в случае любой проблемы, поломки в самой квартире, агентство несет определенную ответственность, они берут на себя гарантии по ремонту и также регулирование коммуникации между вами и арендодателем. Это очень удобно, но для того, чтобы обратиться в агентство и чтобы заключить договор именно через агентство, нужно иметь идеальное досье. Если вы не экспат, которому помогает компания, и если у вас нет идеального досье, то остается два варианта: либо искать самостоятельно, либо искать через знакомых. Мы нашли через знакомых совершенно случайно, это был коллега моего мужа, и, собственно, через него мы сняли квартиру. Также самостоятельно можно искать на разных сайтах. Это самые популярные Solager, Bien-Ici, Pub. Я тоже оставлю ссылки на них в описании к этому видео. Существует еще несколько сайтов, они специализируются на поиске жилья именно colocation. Это когда ты ищешь жилье, но не против жить еще с кем-то и делишь квартиру с другими людьми. Это, в принципе, подходит, если ты приезжаешь или ищешь квартиру без семьи, либо ты студент. Очень хочется коснуться темы, как же здесь работают риэлторы. Во время поиска жилья в Париже у меня сложилось впечатление, что их функция сводится к тому, чтобы просто открыть дверь в квартиру и, собственно, на этом все, потому что как проходят показы квартиры в Париже, ты, соответственно, ловишь буквально эту квартиру на сайте, видишь анонс, звонишь и договариваешься о встрече. Точнее, как договариваешься? В буквально ультимативной форме тебе говорят, что есть завтра возможность показать квартиру в 2 часа дня. Риэлтора совершенно не волнует будний день, выходной день, работаешь, не работаешь. Есть определенное время, в которое ты должен прийти. Если ты не приходишь, собственно, это твоя проблема. И когда ты приходишь непосредственно на рандеву, если это популярный район, мимо вас там будет еще примерно 50 человек. Я лично столкнулась с такой ситуацией, когда мы смотрели квартиру в Море, мы туда пришли, и я заметила, что очень много людей возле этого дома, еще подумала, может, тут какое-то мероприятие, странно, а потом оказалось, что это все люди, которые смотрели эту квартиру. Мы поднялись непосредственно в саму квартиру, зашли, и там было помимо нас еще человек 15, которые тоже смотрели эту квартиру, а риэлтор, она ее не показывает, она просто стоит возле входа, и если у тебя есть вопрос, то ты, конечно, можешь к ней подойти и его задать. Я, естественно, решила к ней подойти, уточнить несколько моментов, представиться. Очень важно быть доброжелательным на таких встречах, несмотря на то, что там будет много людей, но нужно обязательно восхищаться каждым квадратным метром и показывать, что ты очень-очень хочешь здесь жить. В процессе разговора риэлтор мне сказала, что это уже не первый день, когда они показывают квартиру, они ее показывают 3-й день, и я была в ужасе, потому что я подумала, сколько же уже людей посмотрело эту квартиру, если за то время, пока мы были в ней, я уже видела человек 50. Собственно, риэлторы, они просто выбирают подходящего арендатора из кучи досье и открывают дверь в квартиру. Собственно, на этом функция заканчивается. Но противоположная ситуация
с риэлторами, которые занимаются куплей-продажей квартир в Париже. Они, наоборот, ищут эти квартиры, и они даже платят консьержам для того, чтобы они им сообщили информацию из первых уст о том, что, например, в этом доме продается квартира. Я обязательно сделаю еще одно видео уже непосредственно про продажу, покупку недвижимости. Итак, длительность контракта зависит от того, есть ли в квартире мебель. Если квартира мебелированная, то контракт заключается на 1 год. Если же в квартире нет мебели, как это было у нас, то контракт заключается на 3 года. Мне, в принципе, нравится такой вариант квартиры без мебели, потому что парижские квартиры плюс-минус одинаковые, паркет, белые стены, легко можно купить мебель по вкусу, создать свой собственный уют и наслаждаться. На что я бы советовала обратить внимание при съеме жилья. Первое, обязательно смотрите на плесень, так как это очень распространенная проблема из-за влажности и особенностей отопления во Франции. Второй момент очень тоже важный, это отопление. Оно бывает 2 типов, либо коллективное, либо индивидуальное. Индивидуальное оно тоже там делится на разные типы, но суть его не меняется. Индивидуальное всегда можно подшаманить, сделать его чуть теплее, чуть холоднее, а коллективное оно считается более дешевым, 50 евро в месяц, но оно встречается в основном в новом фонде. В старых в основном это индивидуальное, и, конечно, индивидуальное оно намного дороже, нужно смело добавлять 200-250 евро в зимний период к стоимости аренды. Также, если вы снимаете жилье без агентства, самостоятельно, возможно, через каких-то знакомых, в которых вы не уверены, то я бы посоветовала спрашивать документы, которые подтверждают, что квартира находится в собственности именно этого человека. Истории бывают разные. Кстати, о мошенниках. Если вас просят перевести какой-либо депозит до просмотра квартиры, это 100% развод, не верьте, не переводите, это развод. Так, подытоживая все ранее сказанное, да, действительно, квартиру найти в Париже нелегко, но я считаю, что нет ничего невозможного, хоть и в среднем поиск квартиры в Париже занимает примерно 20 дней. Опять же, все зависит от того, в каком районе вы хотите жить, какие лично у вас критерии, и, конечно, от удачи. Она играет большую роль. Самое главное, нужно проявить настойчивость, постоянно мониторить сайты, быть очень активным, быстрым, стараться расположить к себе арендодателя при просмотре квартиры, улыбаться, восхищаться каждым квадратным метром в этой квартире и показывать, вот насколько ты хочешь здесь жить и как здесь все прекрасно. Даже если это немножко фейково, все равно это нужно делать, как бы тут ни было, хоть мне кажется, нам, русским, сложно вот так вот притворяться, но, к сожалению, от этого никуда. Это были основные моменты, которыми я хотела бы с вами поделиться. Если вам было бы интересно посмотреть рум-тур по нашей квартире, то пишите в комментариях, я обязательно сделаю, расскажу более подробные моменты и детали переезда, покажу парижскую квартиру, чем они отличаются от наших, и буду рада любым комментариям.